Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сейчас вы видите пример записи Poco X3 GT, как всегда вход пишется на телефон. В 99% случаев на моем канале именно так. Единственное, звук берется с петлички, а не с телефона. Микрофоны телефона вы услышите обязательно где-то к середине ролика, когда будут примеры съемки. Что бы я хотел сразу сказать об этом смарте? Я думаю, что они не выгрузили его в глобалку по одной простой причине, потому что не была допилена прошивка, и они решили опробовать на некоторых рынках продажу данного смартфона. Возможно, они каким-то другим образом пытаются объяснить, почему сразу его нельзя было везде купить, но кое-кто в России успел купить, в том числе я. Как, не расскажу, но на Али 11.11 будет продажа этого смарта. Настоятельно рекомендую к нему присмотреться, потому что он выглядит лучше, чем стоит, он работает лучше, чем стоит, и как Poco, если не считать, что вы там ненавидите именно этот тип процессора, я бы на него посмотрел. Он прям классный. Вместо того, чтобы покупать Poco X3 Pro, понятно, там за 14 тысяч рублей, вместо того, чтобы покупать с ужасным датчиком приближения, который никто вам никак не поменяет, Poco F3, можно купить этот смарт, и в принципе, возможно, его хватит на дольше. Напоминаю, что на канале розыгрыш 5 Mi Band 6 серии ежемесячно за лайк, подписку и комментарий. 20 Mi Band я буду разыгрывать 11.11. Помимо этого в розыгрыше двое часов за 17 и 25 тысяч, Pixel 5a и Pixel Buds A. Все это мы разыграем в ноябре, 20 бендов 11.11. Поэтому смотрим описание, участвуем в розыгрышах, там все максимально просто. И смотрим телегу, вообще что и почем можно будет купить 11.11. Напоминаю, что это такая, опять же, распродажа из разряда «кто успеет». Я надеюсь, что я успею купить хотя бы половину из того, что планирую. Если не успею, буду использовать промики, пока они живы. Что это значит? Это значит, что если не будет хватать купонов, если не будет хватать лотов, буду покупать у других продавцов. Пусть это будет чуть-чуть дороже, но вот эта паника из разряда того, что, возможно, не успеет прийти, возможно, не все придет. Все то же самое. Каждый 11.11 одно и то же. Вы покупаете девайс, все покупают море девайсов, тонны девайсов. У Алишки есть уже свои самолеты, поэтому все более-менее быстро доставляется. Не реклама, но я надеюсь, что если вы решите там что-то купить, как и я, нам все это придет быстро. Смотрим. 1020 на YouTube. Всем привет, меня зовут Саня, канал Польза.нет, розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Но спойлер, 11 числа я разыгрываю 20 Mi Band 6 серии. Условия обязательно можете посмотреть в топ-10 телефонов для покупки 11.11. Второй момент, я разыгрываю двое часов умных за 17 и 25 тысяч рублей, Pixel 5a, это смартфон, наушники Pixel Buds A и помимо этого еще и смартфон Narza 50. Так что смотрим описание и участвуем. Больше полугода выгружаю по 7 роликов в неделю, подписывайтесь с колоколом, ежемесячно разыгрываются 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. А сегодня я расскажу вам о смартфоне Xiaomi Poco X3 GT. Полетели! И начнем, конечно же, с распаковки. Коробка пришла слегка помятая, основной фон у коробки черный с названием смартфона в ярко-желтом цвете на английском языке, как и краткие спеки. Комплект состоит из смартфона, блока питания на 67 Вт, кабеля для зарядки USB Type-C, скрепки, защитного чехла, который на первое время пойдет, но лучше сразу заказать более качественный и интересный конкретно для вас. Далее есть защитная пленка не лучшего качества, переходник с Type-C на мини-джек, стикеры и краткое руководство по эксплуатации, которое, скорее всего, вам будет не нужно. Запах клея, к сожалению, не забыли. Летим дальше. В продаже 3 цвета корпуса, 2 из них имеют текстуру в виде вертикальных полос на тыльной части, а именно белый и голубой. Третий цвет это черный, стилизованный под космос. Сразу пробежимся по габаритам. Они составляют 162 на 75 на 11 мм вместе с блоком камер и 9 мм без него. Вес 197 граммов. Я приобрел смартфон в белом цвете, он не полностью белый. Если смотреть под разными углами, то тыльная часть приобретает разный тон. Корпус полностью из пластика, рамки, как и тыльная часть, не марки. В руке лежит удобно, но без чехла очень скользкий. Сказать, что в восторге от дизайна не могу, но смотрится лично для меня интересно. Скажем так, я бы, наверное, 7 из 10 за дизайн точно поставил. На корпусе имеется кнопка питания с встроенным сканером отпечатков пальцев, качели регулировки громкости и люфт здесь, разумеется, есть. Хоть сейчас редко встретишь смартфон без люфта кнопок. Далее экопорт, 2 динамика, звук здесь хороший, стерео. Dolby Atmos также на борту. Микрофоны, разъем для зарядки USB Type-C и прорезиненный слот под 2 симки. Но заявленной влагозащиты, к сожалению, нет, и вряд ли она
она будет в аппарате такой стоимости. К сожалению, расширить внутреннюю память флеш-накопителем возможности нет, как и мини-джека тоже нет. Но напомню, что в комплект нам положили переходник. Poco X3 GT оснащен дисплеем в 6,6 дюйма типа IPS Dot Display с разрешением 2400 на 1080 точек Full HD+. И да, вы не ослышались, здесь наконец-то IPS, как многие у меня спрашивают, где IPS-ки в нормальных телефонах, почему везде AMOLED. Вот IPS, пожалуйста. Есть поддержка HDR10, защищен он стеклом Corning Gorilla Glass Victus, последненький. Плотность пикселей составляет 440 dpi или 399 ppi. Цветовое пространство DCI-P3, частота обновления здесь 120 Гц, вдобавок, по заявлению производителя, экран имеет интеллектуальную скорость и подстраивается он под 4 сценария использования. Плавность хорошая, за время использования тормозов лично я не заметил. Тач на 240 Гц. Не космос, конечно, мы привыкли к тачам за 300 и больше. Допустим, в тех же аппаратах Realme Master Edition, Realme Master Explorer Edition и подобном уже за 300 Гц. Если брать Realme GT Neo 2, там вообще 600. Яркости на солнце лично для меня Xiaomi однозначно не хватает. Автояркость реагирует на смену освещения отлично, под разными углами тон картинки бросает в теплый оттенок, лично у меня, опять же, можно это все настраивать. Есть функция режима чтения 3.0, мультитач на борту и берет, разумеется, все 10 пальцев. Разблокировать смартфон можно распознаванием лица и сканером отпечатков пальцев, срабатывает все шустро и без проблем, что радует. Не забываем, что у нас есть фронтальная камера, которая, кстати, не маленьких размеров и находится по центру в верхней части экрана, и средний по размерам подбородок тоже на борту. Летим дальше. 8-ядерный процессор MediaTek Dimensity 1100 с техпроцессом 6 нанометров, который был анонсирован в начале 2021 года. 9-ядерный графический процессор ARM Mali G77 и интерфейс MIUI 12 на основе Android 11. Все, скажем так, на тоненького. Почему? Потому что MediaTek это все равно не Qualcomm, потому что Mali здесь не последний, и, в принципе, MIUI, вы сами понимаете, что за прошивка. Кому-то она очень заходит. Лично я не фанат этой операционки. Оперативная память не лучшая, LPDDR4X, и доступна на выбор только 8 гигабайт. Внутренняя память же здесь супер быстрая, UFS 3.1, это круто. Можно приобрести на 128 гигабайт внутренней или 256 гигабайт. У меня на руках телефон на 128 гигабайт. Внутренней памяти немного, вдобавок и слота под SD не завезли, что печально. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6 версии, так что радуемся, у кого есть гигабитный интернет, и 5G сетей, но здесь не радуемся. Если вы русскоязычное население, то вряд ли вам это актуально. Сеть мобильную ловит хорошо, 7-й бенд на борту, 20-го нет, и это актуально только тем, кто живет не в городах, скажем прямо. Трехмерный вибромоторчик хороший, а именно линейный двигатель по оси X. И настроить можно только уровень тактильной отдачи отклика на жесты управления. Датчик приближения работает хорошо, к слову о датчиках на борту: датчик внешней освещенности, акселерометр, гироскоп и электронный компас. Bluetooth последней версии 5.2, Google сервисы доступны из коробки, ура! NFC рабочий, Google Pay встает без проблем. Емкость аккумулятора 5000 мАч, PC-марки выдал 9 часов 14 минут и осталось еще 20% заряда. И это при 100% яркости и 120 Гц, включенных на экране. Все всегда гоняется на максималках. Это лучше, чем результат в 7 часов, который я последнее время встречаю в большинстве смартфонов. И у субфлагманов, и у среднячков. Заряжается от родного адаптера питания он на 67 Вт. За 20 минут он зарядился на 60% заряда, за 38 на 95 и за 46 минут уже 100% заряда. Напоминаю, что здесь супер мощная зарядка на 67 Вт. Час игры в Genshin Impact ушло 26% на высокой графике при 100% яркости. Устройство во время загрузки игры Genshin Impact перегрелось и температура составила 46 градусов, при том, что производители утверждают, что технология Liquid Cool 2.0 позволяет смартфону находиться в высокопроизводительном состоянии, в любое время контролировать температуру и быстро охлаждаться. Но в играх, к счастью, температура не поднималась выше 42 градусов, и играть даже на высоких настройках графики в тяжелых играх можно. Напоминаю, что iPhone 13 Pro в тех же условиях перегрелся у меня, внимание, до 50 градусов, так что удивляться, что Xiaomi греется до 46, ну, как минимум, неразумно, а иногда по-настоящему бессмысленно. По навигации есть GPS, Galileo, GLONASS, Compass, QZSS и AGPS. GPS-тест проходит с точностью 1 метр в условиях городского парка, что редко для Xiaomi, они обычно так хорошо не работают. Тротлинг-тест проходил нестабильно, 176 гипсов минимально, максимум 331, в среднем 239 гипсов на 100 головках при 30 минутах. В Geekbench 5 выдал в сингл-коре 718, в мультикоре 3024. 3D Mark отказывается проходить из-за перегрева, я вам даже больше скажу, он отказывается проходить тесты даже на холодную и даже в морозилке. Ему удалось пройти только 2 теста, это Slingshot Extreme максимальный и Slingshot тоже максимально. В Antutu выдал 544 тысячи попугаев, Storage тест показал 51 тысячу. Стресс-тесты на холодную вы наблюдаете на экране. Основной блок камер с тыльной части
части знатно выпирает и состоит из 3 камер плюс 1 LED-вспышка. Основная на 64 мегапикселя, сверхширокоугольная на 8 мегапикселей с углом обзора 120 градусов и макро на 2 мегапикселя. Запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 30 FPS, оптической стабилизации нет, но есть цифровая. Фронтальная камера на 16 мегапикселей и максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 FPS. Примеры и немного моего мнения вы сейчас увидите и услышите. Poco X3 GT, несколько кадров на фронтальную камеру 1080p 30 FPS в помещении, предназначенном для съемок. Единственное, звук, разумеется, не фонтан, он и должен быть не фонтаном, но насколько хорошо снимает камера при хорошем освещении, вы сейчас видите. Если честно, у фронталки, конечно, довольно позорное разрешение, но это не удивительно, практически все смартфоны в районе $300, что от Realme, что от Xiaomi, снимают примерно в таком же качестве. Ночь Мурина, фронтальная камера Poco X3 GT, самый странный телефон. Чем он странный? Тем, что его продавали не везде и, надеюсь, продавать начнут более-менее везде на 11.11. Потому что ценник у него более чем приличный. Если они его чуть-чуть понизят и будут использованы еще промокоды, будет все вообще шик, блеск, красота. По поводу того, что не нравилось пользователям при его покупке. Во-первых, ощущение, если честно, дешевого пластика у задней крышки, оно прям конкретное. Но мне она нравится. Я не знаю, как объяснить. То есть бывает, когда что-то пластиковое тебя бесит, а здесь она как раз цвет, нет какого-то ощущения, что флагман, субфлагман. Нет, это не субфлагман, это не флагман, это обычный смарт. 1080p 30 FPS фронталочка. Съемка с 2 рук. Роллинг шаттера, что удивительно для Xiaomi, не наблюдается. И звезд с неба телефон не хватает, но стабильность мне нравится его. Опять же, на данный момент, а как будет в итоге, в ролике узнаете. Мурина, ночь, Poco X3 GT и основная камера 4К 30 FPS максимум, 60 FPS здесь нет. Съемка с 2 рук. Насколько все плавно, вы можете сейчас увидеть. Могу остановиться специально, многие просят. Говорят, что Александр, мы бы снимали с 2 рук только на месте. Никто не снимает на телефоны в движении. Я не знаю насчет никто, я снимаю в движении X6 максимум. И на ширик он, разумеется, не переключается, это неудивительно. В целом съемка ночью, как вы заметите, сейчас я уйду в более темное место из более светлого. То есть освещение здесь хуже, чем во дворе. Сами видите, как реагирует телефон на неоновые различные вывески, как реагирует камера. Сами слышите, каким образом отрабатывает микрофоны, потому что все равно машины едут по мокрому асфальту. Поднялся ветер довольно неплохой. И вот так примерно будет снимать смарт, можно сказать, стационарно. По мне неплохо. Идеальной съемку не назвать. Напоминаю, что ночью нет, в принципе, не существует понятия идеальной съемки, во всяком случае видео. Везде необходимо какое-то дополнительное освещение. Без дополнительного освещения будет у всех печаль печальная, вне зависимости от того, какой это смартфон. В целом, мне нравится. Вот прям не то чтобы я в нирване, но я не скажу, что это хуже смарт по качеству съемки, чем его собратья за те же деньги. Poco X3 GT и тест работы автофокуса. У него чуть-чуть все сложнее, чем я тестирую параллельно Narza. И здесь задачи даю посложнее. Но как-то он с ними не особо справляется. Нет, справляется, смотрите, когда более-менее акцентируешь внимание на том, что тебе нужно. Да, автофокус великолепен. Во всяком случае, то, что вижу я. Давайте попробуем с металлом. С листочком он справился просто. И это вечернее время. Прям молниеносно. Это 4К 30 FPS. И не супер такой дорогой телефон. Хорошо, хорошо, молодцы. С автофокусом прям молодцы, как отработали. Ну что, потестировал я автофокус. Сейчас снимаю с одной руки. Здесь освещение великолепное, несмотря на ночное время. Все еще Мурина. И что бы я хотел добавить? Камера радует. Прям радует, при том, что, ну, девайс не сказать, что сырой, потому что то, что он у нас не продается, это одна история, другая история, что его продают Игиги уже как давно, просто не у нас. Вот, и допилили камеру за свои деньги, прям, ну, это помните, как у меня эмоции были от Xiaomi Mi 11i, от стоимости и возможностей ее, вот примерно такие же эмоции. Напоминаю, что все равно MIUI, прошивка как таковая,
Для подобных аппаратов она топ. Если брать флагманы, то много вы знаете людей, которые хвалят Mi 11 Ultra и ходят с ним. Это сразу ответ на все вопросы. Мало. Очень. Ну, во всяком случае, в развитых странах, как я знаю. Возможно, я не прав. Можете написать, что вы ходите с Mi 11 Ultra, вы выбрали из Samsung, Яблоко, OnePlus эту оболочку и решили такие. Это ж супер аппарат. И еще пару блогеров накиньте мне, которые хвалебные песни им пели и ходят с Mi 11 Ultra. Это я сейчас Xiaomi не хейчу. У них волшебная Poco и все остальные линейки, особенно дешевых телефонов. Poco X3, GT, фронталочка, пересвет, но не мрачный. Вот так она будет снимать у вас с двух рук в движении при не худшем освещении. Я бы сказал, что здесь не совсем все мрачно. По поводу роллинг-шаттера отсутствует. А вот свет и детализация, конечно, желают по мне лучшего. Хотелось чего-то большего, с другой стороны, помним стоимость. 4К 30 FPS, съемка с двух рук, это Poco X3 GT. И смотрим в движении, как это все дело будет отрабатывать. На ширик, разумеется, перехода нет, но есть X максимум 6. Мыло. В целом съемка ничего. Сейчас мы посмотрим, как она будет себя вести, основная камера, при изменении освещения. Спущусь в переход. Во-первых, увидите, как она отрабатывается с стабилизацией на ступеньках. А во-вторых, увидим, как все это дело со светом будет работать. В целом, ну ничего, во всяком случае, надо будет все равно смотреть на большом экране, а пока все гуд. И вот она, тестовая запись. Автофокус отрабатывает практически молниеносно, учитывая, что здесь еще и тень, как вы видите. Молодец телефон. Смотрим, как отрабатывает X. Насколько печально, потому что при любом раскладе он будет печален. Но, кстати, я бы посмотрел на большом экране, что там в итоге вышло. Потому что шумов, конечно, море, но не космос. Море, но не космос. Как вы видите, туман. И назвать идеальной погоду для съемки нельзя, но в целом аппарат по мне справляется. Мне кажется, по вашему мнению тоже. Минусы: нет возможности расширить внутреннюю память, нет прямо суперской съемки, хотя в этом ценовом диапазоне практически у всех плюс-минус одинаковая. Смартфон иногда перегревается в разных условиях, в принципе, как и все. Цена по ссылке в описании к видео, и сейчас, опять же, накануне 11.11 посмотрите, оцените, потому что там есть и купоны, и промокоды. Смотрите мой телеграм-канал, цена максимально выгодна для этой модели, как и для многих других. Вопрос, что вы успеете купить из всего того, что китайцы будут предлагать. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки на эту модель именно сейчас, а не после 11.11 или после Черной пятницы, обязательно скину промики. Напоминаю, что на канале есть топ-10 смартфонов, которые советую к покупке 11.11. Этот смартфон к ним относится, и в описании там, наверное, еще смартфонов 10 новинок есть. Поэтому смотрим топ по ссылке в правом верхнем углу и участвуем в розыгрыше 20 Mi бендов. Резюмирую, смартфон неплох. Я уверен, что найдутся люди, которым девайс понравится. Не считаю, что тут не ярко IPS с одной стороны, с другой стороны, многие этого дела ждут. Новенький относительно процессор, не последняя оперативная память, хотя внутренняя память топ. Ну и цена у него соответствующая. Плюс камеры все-таки со своим цифровым стабом неплохо отрабатывают, и фотографии получаются детальными, хоть и докрашивает он их слегка. Подписывайтесь с колоколом, ставьте лайк за труды. Девайсу от меня, да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.